Всем привет! В этом видео я наконец-то раскрою тему, о которой вы меня давно просили. Мы поговорим про медицину в США. Как вы знаете, у нас 3 детей с мужем. Здесь мы живем уже 2 года. И, конечно, за эти 2 года ситуаций, когда бы мы обращались к специалистам, было довольно много. И сегодня я вам расскажу об этом по-честному, что было и как, сколько мы за это заплатили. Но сразу хочу сделать небольшую скидочку на то, что все-таки мы еще только набираем обороты, так скажем, жизни здесь. Не все я могу осветить, но то, что знаю, об этом поделюсь. Но прежде чем мы начнем, я хочу сказать вам огромное спасибо за вашу постоянную поддержку моего блога. За каждый лайк, за каждый комментарий и за подписки. И, конечно же, отдельная благодарность за ваши донаты. Они невероятно помогают мне развивать этот канал. Я недавно купила планшет. И сейчас буду покупать хороший штатив, поэтому все ваши донаты идут на пользу развития канала. Если у вас появится желание поддержать мой блог, ссылочка на донат всегда находится под каждым видео, а также в описании шапки профиля. А теперь устраивайтесь поудобнее и давайте перейдем к американской медицине. Представьте, 2 человека, одна и та же, скажем, боль в спине, один и тот же штат, один и тот же даже город. Но один выходит из клиники с пустыми руками, то есть без единого счета, а другой выходит с бумагой на $4000. Почему такая разница? Не потому, что врачи разные, не потому, что диагнозы разные или тяжесть болезни, а все определяет маленькая карточка в вашем кошельке под названием страховка. Сегодня я расскажу, как нашей семье удалось за 2 года жизни в Калифорнии не платить даже за сложные обследования и за лекарства. Как работает страховка в США? В США нет единой бесплатной медицины для всех, как, например, в некоторых европейских странах или как в России. Хотя в России я по своему опыту могу сказать, что нет-нет, но приходилось платить за прием, за лекарства, частенько обращались к частным специалистам, так как в государственных клиниках бывает нет специалистов, которые нужны, или огромные очереди. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. И лекарства для нашей семьи – это целая статья расходов, потому что 3 детей, обязательно кому-нибудь что-нибудь лечишь, не одному, так другому. В США же здоровье покрывает страховка, и от ее вида зависит, заплатишь ты $0 или несколько тысяч. Поэтому по приезду сюда вам нужно сразу озадачиваться получением страховки, как, собственно, мы сделали. Мы получили ее достаточно быстро, обратившись в департамент социальной защиты, который находится у нас возле дома. Их, естественно, в каждом округе достаточно. Итак, виды страховок. Первое. Employer-sponsored insurance, то есть страховка от работодателя. Это самый частый вариант для работающих людей. Работодатель сам выбирает страховую компанию и берет на себя большую часть стоимости ежемесячного платежа, а остаток удерживается из вашей зарплаты. Поскольку компания, ваш работодатель, покупает страховки оптом, то есть на весь штат сотрудников, это обычно выходит намного выгоднее для нее, чем брать полис вам самостоятельно. Marketplace или так называемый Obamacare, государственная биржа страховок. Это специальный государственный сайт, федеральный или от конкретного штата, вроде Covered California, созданный для тех, у кого нет страховки от работы. Например, фрилансерам, предпринимателям или временно безработным подойдет этот вид страховок. Как там все устроено? Частные страховые компании выставляют там свои планы, разделенные, скажем, по металлам: бронза, серебро, золото и платина. Бронзовый дешевле всего, но при лечении вам придется платить много из своего кармана. Платиновая – это самая дорогая в месяц, но покрывает почти все расходы. Главный плюс: если ваш доход ниже определенного уровня, то государство дает вам субсидию. Называется это tax credit, которая может снизить стоимость страховки до каких-то символических $1 в месяц. Medicaid, или как в Калифорнии Medical, это бесплатная или практически бесплатная государственная программа медицинского страхования для людей и детей с низким доходом. То есть для таких семей, как моя семья, для беременных женщин и людей с инвалидностью. В каждом штате она называется немного по-своему. Как я уже сказала, в Калифорнии это Medical и имеет свои жесткие требования к максимальному уровню заработка для того, чтобы вам ее одобрили. Medicare – это федеральная программа страхования для людей исключительно в возрасте 65 и старше, а также для молодых людей с определенными тяжелыми заболеваниями или инвалидностью. Она частично финансируется за счет налогов, которые люди платят на протяжении своей трудовой жизни в США.
Ну, либо вариант без страховки. Это самый дорогой и самый рискованный вариант, потому что любой визит к врачу оплачивается вами из своего кармана и по полной цене. Давайте перейдем к конкретике. Наша личная история, история моей семьи и нашего соприкосновения с американской медициной. Начнем с мужа. У мужа случилось защемление седалищного нерва, то есть боль пробивала от спины и уходила в носочек ступни. Причины мы до сих пор не знаем, почему это происходит. Это, кстати, в России с ним происходило пару раз, но вот и здесь случилось. Обращение к доктору и лечение, которое доктор назначил, то есть все лекарства, обошлись нам бесплатно по страховке Medical. Вот о ней я сейчас и буду говорить. В рамках этой страховки все эти обращения были для нас бесплатными. То есть у него была проблема следующая с шеей, защемило шею. Также мы обратились к доктору, доктор выписал лекарства. Даже было назначено МРТ, тоже бесплатное, и он его недолго ждал. Ну, меньше месяца он ждал свой аппоинтмент. Я не знаю, насколько это долго или недолго для бесплатного МРТ. Ну, в России, например, бесплатное МРТ, это ты ждешь, наверное, годами, по крайней мере, в нашем регионе. Также у него есть проблема с давлением. Давление – это такая штука, которая молодеет, то есть высокое давление можно наблюдать у многих людей, у наших друзей, у нескольких есть такая проблема. И люди сидят перманентно на лекарствах. Все лекарственные препараты, которые муж сейчас пьет, были ему выписаны бесплатно. Вот с зубом история была не очень, ему понравилась она. Значит, ему как-то не очень хорошо полечили по вот этой страховке, то есть бесплатно, и ему пришлось переделывать уже в платной клинике. Но зато теперь у нас есть опыт, мы знаем, как эту проблему решать, куда лучше обращаться. То есть после переделки зуба уже в платной клинике мы теперь знаем, что лучше всего идти сразу к платному специалисту, и в бесплатной клинике зубы лучше не делать. Там можно сделать чистку, какую-то небольшую проблемку порешать, но что касается кариеса или глубокого кариеса с удалением каналов, это лучше, конечно, найти специалиста. На лечение и реставрацию зубов здесь дают также кредиты и рассрочки, поэтому, когда вас пугают огромными ценами на лечение зубов, надо понимать, что здесь и зарплаты у людей примерно в 10, а то и в 20 раз выше, чем в той же России. В сравнении с американскими заработками это вполне посильно, хотя американцы сами называют эти цены высокими, но благодаря рассрочкам, кредитам это все становится не таким страшным. Вообще, чтобы найти узкого специалиста, такого как, например, хороший гинеколог, гастроэнтеролог, невропатолог, кто еще, педиатр, мы стараемся прибегать к рекомендациям людей, которые здесь уже пожили. Мы ищем эту информацию через чаты, через какие-то Facebook-сообщества. То есть мы делимся этой информацией друг с другом. И если нам удается найти русскоговорящего специалиста, который здесь прожил, это, конечно, большая-большая ценность. Мы стараемся так друг другу помогать. Как вообще это выглядит на практике? Мы приходим в клинику и объясняем свою проблему в регистратуре. Если не хватает языковых навыков, то пользуемся, конечно же, переводчиком в телефоне. Прям даем регистратору прочитать экран. Нас вносят в систему, и дальше мы уже ждем, когда вызовут на осмотр. Бывает, что очереди здесь просто огромные. То есть приходится прям день брать в своем графике, чтобы посетить доктора. Это реально так. То есть 2 часа можешь или 3 отсидеть в очереди, пока доктор тебя примет, если огромное количество людей. Бывает, что никого нет, и тебя очень быстро принимают. Но надо рассчитывать, что придется ждать. Особенно, если это не поликлиника, а больница городская, да какой-нибудь еще emergency, куда ты обычно входишь вместе со всеми остальными обращающимися, то там это прям на часы история. Конечно, жутко утомляет, поэтому каждый раз, когда мы отправляемся в больницу, если с ребенком, например, то я обязательно беру какие-то вкусняшки, пауэрбанки, телефоны, какие-то ему игрушки, рисовалки, что-то еще, обязательно теплую одежду, потому что там кондиционеры работают так, что можно просто простыть. И набираешься просто терпения, ждешь, сидишь. То есть для того, чтобы посетить доктора, мы с работы отпрашиваемся прямо на весь день. Не получится так, что ты там полдня в больнице просидел, и в другую половину дня ты уже пришел на работу. Обычно это целый день, и ты только этим и занимаешься. Бесплатная страховка, она такая. Как проходит сам прием? Специалист приглашает тебя в кабинет после того, как ты вот эту отсидел очередь общую. И
Дальше они начинают тебя передавать от одного сотрудника к другому. Сначала осматривает какая-нибудь медсестра, потом какой-нибудь доктор, приглашает еще одного доктора, потом еще одна медсестра заносит тебя куда-то в базу данных. То есть там прям большое количество людей с тобой работает. Все это дело сопровождается записями, какими-то инструктажем каким-то, и обязательно подключаем и переводчика. То есть если не получается в телефоне объясниться, то есть с помощью телефонного переводчика, то мы звоним на горячую линию, либо они звонят на горячую линию и просят предоставить нам переводчика, чтобы мы свою проблему четко, максимально четко объяснили и поняли, что нам говорит специалист. Бывает это даже видеосвязь, что еще интереснее. И меня всегда это поражает в Америке. У них вот эта доступность получить бесплатно переводчика для того, чтобы быть понятым в разных инстанциях. Таким образом, вопросы, конечно, решаются гораздо легче. То есть фразу сказал на английском кто-то, тебе эту фразу перевели, потом ты говоришь на русском, опять фразу перевели, и вот так спокойно по шагам вы выстраиваете диалог до полнейшего понимания. Когда осмотр окончен и курс лечения назначен, мы в тот же день забираем лекарства в аптеке. Это может быть обычный детский ибупрофен для снятия боли, это может быть какие-нибудь специфические таблетки от давления, опять же, или проблемы с кожей, крем, шампунь, что угодно. Даже контрацептивы можно получить на 3 месяца вперед бесплатно, если вы планируете беременность. Что приятно удивляет, то препараты выдают строго под твою потребность и даже с небольшим запасом. Никакой экономии мы вообще не ощутили. Например, детского ибупрофена у меня так много, что я даже делилась им со своими девочками, у кого детки есть. Что случилось за эти 2 года со мной и какие у меня были обращения к доктору? Вот слушайте. Однажды со мной случилась такая большая неприятность. Я вывихнула плечо. Дело было в Тихом океане. Я купалась и неправильно нырнула на волну. Надо было под волну нырять. Я нырнула на волну, она меня перевернула, ударила меня об океаническое дно, протащила меня по нему, и у меня заболело плечо. Так сильно заболело, что вот уже год практически прошел, и только месяц назад я ощутила, что я уже этой боли совсем не чувствую. Какие-то остаточки остались. За это время у меня было МРТ, у меня была физиотерапия, разные лекарства, то есть для снятия боли. Все это было совершенно бесплатно. Но помогло мне, самое что интересное в этом, именно упражнение, которое я делала дома сама для разработки плечевого сустава. Вот это мне действительно сильно помогло. Лекарства не очень. Так что если у вас такая проблема, то лучше всего заниматься физически, разрабатывать эту проблемную руку. Ну, вы это без меня знаете, я тут не доктор, умничать не буду. Даже надеть одежду было целым испытанием. Зато я могла работать на кухне совершенно спокойно, то есть все кухонные какие-то движения перед собой, наверх кастрюльку поставить, что-то порезать перед собой. Это я спокойно совершенно выполняла, и слава богу, это мне хотя бы позволило работать. Но вот что касается назад, там без вариантов было. Ну, год прошел, я восстановилась. Еще у меня была проблема с вывихнутым пальцем на ноге. Я так сильно ушибла палец на одной лестнице, когда делала доставку. Это, конечно, нечто. Я уже говорила об этом в своей истории в одном из видео. О том, что я засмотрелась на лестницу, и с этой лестницы я шандарахнулась так сильно, что у меня на 3-й день отошел ноготь. А в момент произошедшего у меня так болел палец на правой ноге из-за этого ушиба, что я даже не могла на педаль нажимать. И до дома я доехала, нажимая на педаль левой ногой. Вот. Потом мы сразу обратились к доктору, поехали к доктору. Здесь же со скорыми немножко по-другому дела обстоят, я об этом расскажу попозже. И когда мы приехали к доктору, мне выдали, естественно, все лекарства, обработали, понадавали кучу рекомендаций и дали костыли, новые костыли. У нас в России, я помню, костыли искала родственнику. Это был какой-то квест. То есть надо было их черти где найти, так просто не купить, еще потом куда-то вернуть. Здесь же мне выдали в упаковке новые костыли. Я еще по привычке спрашиваю, а возвращать надо? Может, кому-то они еще нужны? Нет, это ваши, нам они не нужны. Меня это тогда почему-то сильно поразило. Думаю, ничего себе уровень вообще. Костыли бесплатно выдали. Дикошары мы, конечно, в этом отношении. Ноготь, кстати, у меня до сих пор так полностью не отрос, но, как я уже говорила в предыдущих видео, благодаря своим навыкам мастера педикюра, я заканчивала в России
такие курсы, чтобы на всякий случай мне здесь иметь какую-то дополнительную профессию. Благодаря этим навыкам я смогла установить коррекционную систему на ноготь, и я сейчас просто терпеливо жду, когда он правильно отрастет. А то была бы еще такая проблема, что неправильно бы отрос ноготь, надо было потом еще к хирургу обращаться или что-нибудь еще, искать какого-то грамотного подолога. В общем, неудачно я упала. Берегите себя, на моем примере учитесь. Если говорить про здоровье старшего сына, то за то время, пока мы здесь живем, мне пришлось столкнуться не раз с несколькими разными проблемами. Он у меня в этом отношении самый проблемный. Пусть он не обижается на меня, мальчик мой, я тебя очень люблю, но просто вот такая невезуха. Сначала у него было сильное шелушение на коже головы, и нам выдали лекарства, в том числе шампуни. Все это потом удачно очень прошло. Потом у него случилась неприятность, его укусила собака. Причем это была не бездомная собака, это была собака какого-то как раз бездомного, но даже у бездомных собаки стоят на учете и обязательно привиты всеми прививками. И эта собака укусила его на пешеходном переходе. То есть она его прикусила, ранка была неглубокая, но я очень распереживалась. И хотя в Калифорнии уже не было зафиксировано бешенство очень много лет именно от собак, где-то с 50 какого-то года не было здесь бешенства, передаваемое через собак, но я все равно говорю, давайте ставить ему эту прививку, ну его нафиг, перестрахуемся. Это всего лишь 4 прививки. Да, пришлось в очереди опять отстаивать каждый раз, но что такое отстоять в очереди 4 раза и быть уверенной, что ребенок твой не подцепит бешенство? Даже думать об этом не хочу. То есть прививка от бешенства была проставлена 4 раза, все это было, естественно, бесплатно. Какие-то дополнительные еще крема выдали, чтобы улучшить состояние кожи. В общем, максимально все заботливо прошло. Кроме того, у него плохое зрение, поэтому по страховке ему подобрали, выдали очки. Одни очки выдали бесплатно, одни мы купили. Купили мы те, которые с функцией Transition, то есть они меняют свое... Стекло затемневает, когда выходишь на солнце, и наоборот, осветляется, когда ты заходишь снова в помещение, нет солнца. Стоматологию страховка тоже покрывает. Кариес был вылечен бесплатно, причем он своим образом жизни довел до того, что у него было найдено довольно много, на мой взгляд, кариозных очагов, мелких, средних, все они были полечены, естественно, все бесплатно. Сейчас я уже сказала, газировку прекращаем пить, газировок в нашем доме нет, мы практически ее не пьем, крайне-крайне редко пьем. Стоматологию страховка тоже покрывает отлично. Дети регулярно ходят к зубному на осмотр, 2 раза в год ходят на чистку, кариес им лечится бесплатно. Причем клиника сама звонит, говорит, у вас appointment, не забудьте, пожалуйста, завтра придите, придете или не придете. Если не придете, скажите, мы перенесем. Если придете, то подтвердите, что придете. Вот такие вот они. Единственная процедура, за которую нам приходится сейчас платить, касаемо зубов, это брекеты. Все, что касается эстетической стоматологии, это, конечно, всегда очень дорого. Мы платим $180 в месяц. Я знаю, что есть дешевле услуги, но нам очень нравится, во-первых, и клиника, нравится отношение, нравится, что это рядом с домом, то есть ребенок ходит туда пешком сам, мне не надо отпрашиваться с работы, чтобы его куда-то везти, поэтому меня это устраивает. На 2 года рассрочка, но вот буквально прошло 1,5 года, и я, наверное, пойду в следующий раз с ним, скажу, что давайте посмотрим, можно ли уже сейчас снять брекеты, потому что проблема, на мой взгляд, максимально улучшилась. То есть там как будто бы не осталось больше никакой кривизны. Ну, посмотрим, что они скажут. Если будет возможность отменить уже сейчас эти брекеты, то будет классно. Но я так понимаю, что ему все равно ретейнеры нужно будет носить какое-то еще время. Да, детки это дорогое, конечно, удовольствие. У среднего сыночка, слава богу, никаких серьезных проблем со здоровьем не было. В этом плане он доставил мне меньше всего хлопот. Из медицинских процедур мы только поставили ему все необходимые прививки перед школой. Разумеется, бесплатно. И как-то раз он немного простудился, мы обратились к врачу, тоже были выписаны лекарства для борьбы с простудой, с насморком. Все это было тоже бесплатно. Пожалуй, самая большая история у среднего сына случилась с зубом. Он его отколол, то есть 1/4 зуба была отколота, вот этот фронтовой зуб передний. Сначала они мне, значит, со старшим затерли историю, что он ел сосиску.
и в сосиске был камушек. И я целый год ходила и думала, ну как же так? Как в сосиске может быть такой камень, чтобы откололся зуб? И думаю, чего я, дура, в суд не подала на эту компанию? Я пришла в такое состояние, думаю, как же так? Где сейчас это лечить? Куда бежать? Это, наверное, очень дорого. Так хочется, чтобы зубик сразу был отреставрирован. Не хочу, чтобы он с этим сколом ходил. Ему самому это не нравится. Я тогда еще ничего не знала про стоматологию. Одна американская подружка мне сказала, ни в коем случае не обращайся, они вам так коряво нарастят. Вот эта половина зуба будет белая, а другая половина будет унитазного цвета. Не вздумай, пусть он с таким сколом и ходит. Да, это мне вот американка так посоветовала, но я ее не послушала, и я нашла стоматологию, где ему все-таки нарастили, очень красивенько нарастили зуб, и мы до сих пор всех детей в этой стоматологии обслуживаем бесплатно. Но через год эти два засранца признались, что это не была сосиска, это была игра в бассейне, один другого толкнул, и он мордой лица налетел, значит, на бортик в бассейне и отколол себе зуб. Хорошо, что признались, потому что я сосиски вообще перестала есть после этого. Ну и, наконец-то, расскажу про младшего сына. Как и у старших, лечение зубов в стоматологии для него полностью бесплатно. Еще у него случилась однажды неприятная ротовая инфекция. Ее тоже очень быстренько полечили, но выглядело это прям страшно. То есть вот так вот губку, если оттянуть, посмотреть, там была такая прям большая блямба. Как ее правильно назвать? Напишите в комментариях, как она называется, я не помню. То есть выглядит как гнойничок. И, конечно, он еду с трудом кушал, ну, плакал, болело это все. Но после обращения к доктору все это быстро полечилось и прошло. Самая большая волнительная история произошла с маленьким в прошлом году, когда у него температура держалась целых 11 дней. И врачи никак не могли найти причину. Мы просто ждали, когда температура проявится во что-то большее, типа в кашель, насморк, что-то еще, но она никак не проявлялась. То есть через неделю-то это было уже волнительно, как долго держится температура без дальнейших симптомов. А на 11-й день, ну, там ему и рентген сделали уже, и анализ крови из вены взяли. Не могут найти ничего. Ну, нам выписали антибиотики, и антибиотиками мы это все подавили, прошло, больше, слава богу, не возвращалось. Что это такое было? Ну, специалисты говорят, что это, наверное, была такая сильная реакция организма на какой-то вирус. Ему, кстати, сделали рентген, так интересно, я впервые такое видела. То есть сотрудники, медперсонал приехали в палату, где мы с ребенком находились, прямо с рентгеном на такой каталочке, на колесиках, приехали, его тут же сняли, то есть снимочки сделали с разных сторон, прямо лежа на кроватке. Так удобно, просто цивилизация. Конечно, я не могу отдельно не отметить само состояние больниц и клиник. Здесь все до мелочей сделано для людей, кругом идеальная чистота, очень все современное. И в такой обстановке ты чувствуешь, что ты просто человек. Мне есть с чем сравнить. Я думаю, у вас у каждого есть с чем сравнить, потому что то, что творится в российских городах, в поликлиниках, это просто страх и ужас. Но здесь я не буду говорить о проблемах России. Мы об этом поговорим в других видео, если вы захотите. Особенно на стримах. Кстати, приглашаю вас на стримы. Но здесь мы говорим про американскую медицину. Здесь, конечно, все гораздо удобнее, гораздо цивилизованнее. Мне приходилось терпеть страшные неудобства в России и даже чувствовать неприязнь к этой больнице. Здесь такого в помине нет. Везде идеальный порядок. В туалетных комнатах всегда все есть, от бумаги до санитайзеров, и мыла, и прочее, салфетки, ватные палочки, перчатки, что хочешь. В коридорах удобные кресла, питьевая вода в специальных станциях установлена. Что еще нужно, чтобы ты чувствовал себя человеком? Сами смотровые кабинеты, в которых проходит ваше общение с доктором, оборудованы просто по последнему слову техники. Все невероятно цивилизованно, датчики, мониторы. Сидишь и думаешь, как вообще такое возможно? Почему у нас не так? Почему здесь вот так, а у нас не так? Для детей здесь вообще созданы все условия. В кабинетах всегда лежат игрушки, дадут еще с собой игрушку, чтобы ребенок только счастливый и довольный ушел. Если расплакался, чтобы быстренько успокоился. Напоследок обязательно подарят какой-нибудь шарик, одарят комплиментами какими-то, просто вот идешь и радуешься, у самого улыбка до ушей, как будто это ты ребенок и пришел в поликлинику и с тобой так пообращались. Ну и, конечно, само общение. То есть персонал очень деликатный, очень приветливый, вежливый, терпеливый. У меня были случаи, когда я впадала в состояние какого-то
ну, я не буду говорить срыва, но когда я немножко разогнанная была в своем паническом состоянии, особенно касается, что маленького, персонал никогда не переходит на твой уровень общения, они сохраняют всегда спокойствие, всегда вежливы, тебя стараются успокоить, ни в коем случае не делают замечания, что ты тут вообще позволяешь себе. Такого здесь нет. Если человек в состоянии каком-то раздражения приходит, то его обязательно стараются успокоить и не давят на то, что он вот такой. Ты что там, больной? Такого даже не услышишь. То есть, пожалуйста, успокойтесь, давайте все вместе соберемся, давайте порешаем вашу проблему. Все очень вежливо. Это прям вот закон у них, оставаться вежливыми, никакой агрессии. И впечатления исключительно положительные. Местные врачи – это настоящие профессионалы, их медицинская этика действительно на высоте. Итог. За 2 года серьезные исследования, такие как МРТ, стоматология, инфекции, укус животного, нигде ни одного счета. Вот это и есть Медикал, бесплатная страховка для семей с подходящим доходом. Доход у нас считается невысоким, я перед вами красоваться не буду. Мы все еще встаем на ноги. Мигрантам с 3 детьми вообще достаточно тяжело встать на ноги и выйти на уровень дохода, который считается не низким. Но мы не жалуемся на жизнь, у нас все есть, все, что нам нужно для жизни, у нас есть. Мы развлекаемся и отдыхаем, и на концерты ходим, у детей все есть, все гаджеты, все, что нужно для жизни, есть. И мы, конечно, работаем над тем, чтобы здесь улучшить условия жизни своей. Кстати, если вы новенький на моем канале, у меня уже есть несколько видео о том, как мы переехали в США, как я искала работу и как я нашла работу, как наши дети адаптируются в школах. На все эти видео есть ссылочки под этим видео, поэтому обязательно смотрите, если интересна наша история целиком. И буду рада видеть вас в своих подписчиках. Что делать, если страховки нет или она другая, не бесплатная, ни Медикал, ни Медикейд? Без страховки тот же визит в больницу с защемлением нерва, как я уже сказала, вот у моего мужа это случилось, может стоить вам от 1500 до 5000 долларов. И плюсом еще пойдут какие-нибудь отдельные счета за МРТ от 1000 до 3, за прием врача, за лекарства. Там вам выкатят приличный счет. При страховке через работодателя часто действует deductible, то есть это сумма, которую сначала платишь сам, прежде чем страховка начнет ее покрывать. То есть до какого-то момента ты платишь сам, а потом тебе помогает работодатель. Даже со страховкой бывает co-pay. Это фиксированная доплата за визит от 20 до 50 долларов. И co-insurance. Это процент от счета, который ты платишь сам. Обычно это 10-13%. Стоматология и многие другие виды терапии часто покрываются отдельной, более слабой страховкой. Отсюда дорогие счета на зубы у тех, кто не на Медикал. Скорая помощь. Emergency room или ambulance. Это вообще отдельная история. Счета приходят здесь не только от больницы, но и отдельно от врача, от лаборатории. Иногда даже вертолет приходится человеку вызывать. И счета здесь получается от 10 тысяч долларов за какой-нибудь перелом руки. Вы, конечно, все слышали об этих историях. Поэтому здесь скорую, в принципе, вызывают в крайнем случае. И обычно до больницы люди добираются самостоятельно. То есть вызов скорой помощи в США обходится дорого из-за высокой стоимости медицинского оборудования, из-за квалифицированной помощи. И часто скорые работают как коммерческие организации, и государственное регулирование цен на эти услуги ограничено. То есть бесплатным или полностью покрытым такой вызов может стать только при наличии отличной частной страховки, государственной программы для малоимущих, вот Medicaid, Medical, или если в процессе разбирательства со страховой компанией вам удастся доказать, что экстренность этого вызова была необходима вам в этот момент, то есть жизненная необходимость ситуации. Откуда взялась бесплатная страховка Медикал? В 1965 году президент Джонсон подписал федеральный закон, создавший программы Medicare для пожилых и Medicaid для людей с низким доходом. Через несколько месяцев, в 1966 году, Законодательное собрание Калифорнии приняло свою версию программы Медикал. И с тех пор Медикал расширяли несколько раз, в том числе после реформы Обамы, Obamacare в 2014 году. Сегодня Медикал покрывает
около трети населения Калифорнии, то есть это далеко не маленькая такая льгота для бедных. Это одна из крупнейших систем здравоохранения в стране. Ну, мое непопулярное мнение, почему систему нужно менять. Это моя личная позиция, я говорю от себя. Я считаю, что американскую медицинскую систему нужно менять из-за ее колоссальной стоимости. То есть это самая дорогая, наверное, медицина в мире, которая из-за вот этих запутанных схем страхования часто приводит просто к банкротству граждан. Благо нас это не коснулось, но это касается других людей, я знаю такие истории. При этом, несмотря на огромные траты, в стране до сих пор нет какого-то равного доступа к лечению. А по базовым показателям здоровья, например, по продолжительности жизни в США, они уступают многим развитым странам. Я считаю, что здоровье человека не должно быть азартной игрой, где выигрыш зависит от какого-то счастливого попадания в нужную программу. Настоящая медицина должна быть как воздух, она должна быть доступна всем без вопроса, а чем вы застрахованы. Тогда люди будут заниматься своим здоровьем, не будут откладывать свою проблему, не будут откладывать визит к врачу, пока боль не станет нестерпимой, а счета какими-то бешеными, неподъемными. При этом я не лукавлю. Именно бесплатная страховка стала для нашей семьи спасательным кругом за эти 2 года. Без нее многие из этих рассказанных историй превратились бы в десятки тысяч долларов. А сейчас я вам расскажу, как устроиться массажистом в США. Мне поступил такой вопрос от подписчика, и я его разворачиваю в этом видео. Поскольку мы живем в Калифорнии, я собрала информацию о Калифорнии. Вы можете ее собрать по какому-то другому штату самостоятельно. Что касается Калифорнии, здесь нет единой государственной лицензии массажиста. Вместо этого работает добровольная, но практически обязательная сертификация через California Massage Therapy Council. Правильно ли я произнесла? Без нее работать почти невозможно. Многие города и работодатели требуют именно эту сертификацию. Что нужно для сертификации? Нужно пройти от 500 часов обучения в школе. В программе обязательно анатомия, физиология, противопоказания, гигиена и этика бизнеса. Вам должно быть больше 18 лет. Также вы должны пройти проверку через LifeScan. Это отпечатки пальцев, это проверка вашего бэкграунда, то есть биографии, не преступник ли вы в прошлом. Вам нужно подать документы и оплатить взнос около $300 за сертификацию, плюс $50-80 за вот этот LifeScan. Экзамен на сегодня не обязателен для сертификации в Калифорнии, но многие проходят его дополнительно, и это повышает доверие клиентов, и работодателей. Сертификация продлевается каждые 2 года. Дополнительное обучение для продления не требуется, только оплата взноса. Сколько стоит весь путь массажиста? Обучение в школе от 5 до 18 тысяч долларов, в зависимости от программы, плюс какие-то еще взносы, итого около 20 тысяч долларов в год. Сколько же можно зарабатывать? В спа-салонах на старте около 35-45 тысяч долларов в год, плюс у вас могут быть чаевые. В клиниках при хиропрактиках и физиотерапевтах можно зарабатывать от 45 до 68 тысяч долларов. В больницах можно зарабатывать от 52 до 75 тысяч долларов. Либо в своей частной практике со специализацией от 70 до 100 тысяч долларов в год. То есть, в принципе, вы свои затраты на обучение довольно быстро окупите. Где искать работу? Спа-салоны и wellness-центры. Это очень хороший старт для новичков. Клиники хиропрактиков и физиотерапевтов. Фитнес-клубы и отели. Ну и на досках объявлений Indeed и Craigslist, а также сайт самого вот этого SAMTC, сайты массажных школ, они часто публикуют вакансии для выпускников. Ну и частная практика. После набора клиентской базы многие уходят работать на себя. Всем, кому была полезна эта информация, пожалуйста, поставьте лайк, мне будет очень приятно. Напишите комментарий, полезна ли вам была эта информация про поиск работы массажистом. Ну и финал. Если у вас есть истории, с которыми вы можете поделиться в комментариях, как вы выживаете в этой американской медицине, то я буду очень рада почитать, ответить на них. Я думаю, что и зрителям будет это очень интересно почитать. Если видео было полезным, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте какой-нибудь комментарий. Это очень помогает развитию канала. А мне сейчас как раз такая поддержка нужна, потому что в моей беготне по жизни мне очень тяжело, на самом деле, еще уделять время на развитие канала. Но я стараюсь для вас, вы задаете вопросы, я на них отвечаю.
И пожелаем друг другу удачи. Под видео есть ссылка на донат. Если хотите поддержать канал и лично автора, я буду очень вам благодарна. Всем удачи и здоровья, ребята. Пишите в комментариях, на какую тему вы хотите, чтобы я записала очередное видео. И если вы все еще не поставили лайк, сейчас самое время. Всем пока-пока. Если у вас появится желание поддержать мой блог, ссылочки на донат всегда находятся под каждым видео. А что камера шатается? А вот ветер, а вот ветер. Вот мне говорю, штатив надо нормальный, потому что это держится на честном слове. Мирон! Вытащи наушники! Принеси еще один пакет, у меня замерзает в одно место. Боже, тяжелая неказистая жизнь блогера, новичка. Так, сейчас шатается видео. Я не знаю, как вот смотреть. Мне нужен штатив новый устойчивый штатив, потому что это, конечно, вы бы видели, как у меня выглядит сейчас штатив. У меня на него привязана 5-килограммовая гиря в противовес моего держателя. Это просто жесть.